Привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим дома. И сегодня мы приготовим красивый, нарядный и очень вкусный салат с такими замечательными Дедушками Морозами. Он украсит ваш праздничный стол и подарит замечательное настроение всем гостям. Салат действительно очень вкусный и очень красивый. Искренне рекомендую его приготовить. А также посмотрите салат мышата и другие новогодние рецепты на нашем канале и сайте готовим-дома.ру. Ссылочки я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Встретим и проведем Новый год вместе с вами. И пусть ваш праздничный стол будет самым вкусным и красивым. Сначала поджарим шампиньоны. Грибы моем и нарезаем ломтиками. В сковороде разогреваем растительное масло, кладем грибы, подсаливаем по вкусу, перемешиваем и жарим шампиньоны на среднем или медленном огне до готовности около 7-8 минут. Периодически помешиваем. Готовые грибы снимаем с огня и даем полностью остыть. Грецкие орехи измельчаем в блендере или рубим при помощи ножа. Чернослив мелко нарезаем. Если чернослив у вас жесткий, то залейте его кипятком минут на 10, а затем обсушите бумажными полотенцами, и тогда можно нарезать. Копченую курицу нарезаем кубиками. Можно взять отварную или запеченную курицу по вашему вкусу и желанию. На терке натираем сыр, трем морковь. Яйца разделяем на белки и желтки и натираем в разные миски. Чеснок мелко рубим. Итак, все ингредиенты подготовили, начинаем собирать салат. Салат будем собирать в кольце, так он получится более ровным. Первым слоем выкладываем шампиньоны. Мы их посолили при жарке, поэтому сразу смазываем майонезом, солить уже не нужно. Следующий слой у нас курица. Также смазываем слой курицы майонезом. Затем половина чернослива и половина грецких орехов. Можно положить сразу весь чернослив и орехи в этот слой, тоже по вашему желанию. Следующим слоем кладем морковь. Солим и перчим этот слой по вкусу. Также в этот слой добавим немного чеснока. И смазываем слой майонезом. Следующий слой у нас желтки, соль и перец добавляем по вкусу и также смазываем майонезом. Кладем оставшийся чернослив и посыпаем грецкими орехами. Следующим слоем кладем тертый сыр. Хорошо смазываем этот слой майонезом, немного утрамбовываем. И аккуратно снимаем кольцо. Сверху выкладываем тертые белки. И красиво равномерно распределяем их по верхнему слою. Вот такая вот красота у нас уже получается. Можно не закрывать боковину белками, так и оставить. Но я все же смажу бока салата майонезом и тоже выложу тертыми белками. Немного присыпем поверхность салата зеленью. И теперь будем делать украшения в виде Дедов Морозов. Отварные яйца нарезаем такими вот тонкими ломтиками при помощи яйцерезки или острого ножа. И выкладываем ломтики на салат. Это наши будущие Деды Морозики. Шапочки вырезаем из болгарского перца.
Вот такая веселая заготовка у нас получается. Глазки я делаю из имитации черной икры. Если вам не подходит такой вариант, можно вырезать глазки из маслин или чего-то более подходящего на ваш взгляд. Носики я тоже вырезала из болгарского перца при помощи твердой коктейльной трубочки. Ну а бороды делаем из майонеза. Вот такие славные Дедушки Морозики у нас получились. Просто красавцы. Все как на подбор. Такой салат без сомнения станет украшением праздничного стола и вас щедро наградят комплиментами. К тому же салат очень вкусный и нежный. Сочетание курицы с черносливом, орехами, морковкой и грибами уже давно стало классикой. Вам и вашим гостям обязательно понравится. Ну а я напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. До новых вкусных рецептов, друзья! Скоро увидимся! С наступающим! Пока-пока!